Караванинг – это не отдых. Не люблю делать в стенах отверстия. Маленький лайфхак. Он прыгнул нам в руки и лег на душу. Сейчас вы поймете. Люди-то хорошие, как говорится, да? Люди-то хорошие кругом. Трудовую деятельность я уже закончил. Ну и теперь появилось время и возможности для путешествий, для активных путешествий. Ну и в основном, конечно, сейчас будем путешествовать по родной стране. Возвращаясь немножко к предыдущему интервью, там был вопрос, с чего началось увлечение караванингом. Вот. Я тогда сказал, что, конечно, это были книги про путешествия, вот еще что-то, но позже я вспомнил, что забыл сказать, наверное, главное. Отправной момент – это фильм «3+2». Тоже он очень сильно повлиял на мое вот это увлечение. Вот. Ну, а если немножко вдаться в историю, то мы с супругой автотуризмом занимаемся где-то с 87-88 года. Начинали еще на Запорожце с палаткой. Вот. Потом были «Жигули», тоже с палаткой. Потом был «Москвич» 41-й, тоже с палаткой. Менялись палатки. Вот. Обрастали мы потихоньку инвентарем. Вот. Каждое следующее путешествие оно было комфортнее предыдущего с учетом опыта. Вот. Объездили весь Крым. Ну а когда открылись границы, мы активно стали покорять Европу. Вот. Ну и практически всю Европу, всю Скандинавию, все это мы проехали. Были периоды с палаткой. Вот. Ну а потом, как в предыдущем интервью я рассказывал, вот так вот получилось, что я купил себе прицеп Таберт 320 РС. Ну и он нам верой и правдой 11 лет отслужил. И я думаю, еще послужит. Он у меня в целости и сохранности стоит. Были дальние поездки. Мы доезжали до Хорватии, до Греции, Скандинавия, в Норвегии несколько раз бывали. Вот. И, в общем-то, были довольны, было комфортно. И вот этот комфорт, он, конечно, во многом зависит от наличия инфраструктуры. Потому что, когда много кемпингов, много вот этих стоянок оборудованных, тогда, конечно, прицеп, он очень удобен. То есть ты приезжаешь в нужное место, вот, отцепляешься, и потом на автомобиле уже путешествовать по округе, можно все смотреть, изучать, посещать и возвращаться на ночлег вот уже на свою стоянку. Ну, а когда у нас случилась пандемия, ну а сейчас все знают, что сейчас происходит, границы закрыты, может быть, это и к лучшему, но отсутствие инфраструктуры развитой у нас, конечно, путешествие с прицепом, или как его в Европе называют караваном, вот оно затруднительно. Не везде остановишься, не везде заночуешь. Вот, поэтому сложилось так, что мы пришли к выводу, что нам хотелось бы иметь автодом. Вот, с ним проблем с ночевкой, с парковкой гораздо меньше. Ну и вот благодаря яхтам на колесах все срослось, все получилось. Где-то нам очень сильно повезло. Спасибо ребятам. Вот, мы вот теперь обладаем этим небольшим, сравнительно по размерам, чудом. Вот, путешествуем. И, в общем-то, подтверждаются все мои вот эти умозаключения о том, что на автодоме по России, конечно, удобнее, комфортнее. Ну, надо сказать, что прицеп у нас он очень аскетичный. Вот, то есть его даже вот Антон Муравьев называл кровать на колесах, но это где-то соответствует действительности. Не знаю. Я бы за эти деньги, наверное, не стал бы брать
чисто такую вот кровать, потому что есть варианты поинтереснее, как вы знаете, которые стоят в России примерно этих же там денег. Если это привезти в Россию, то оно и будет стоить даже дороже. Не знаю, пишите в комментарии, нравится вам такая форма, стоит ли она того или нет. Но уже после публикации этого ролика выяснилось, что у нас есть достойные оппоненты в этом споре. То есть он маленький, в нем душа нет, но биотуалет я там инсталлировал, вот как бы все по минимуму там есть, и отопление, и тепло. Вот. Но, конечно, он маленький, он тесный. Летом все прекрасно, потому что летом в путешествии большинства, наверное, людей, основная жизнь, она происходит где-то на улице, снаружи. Как говорится, без людей. Это вот то, что я рассказывал. 2 велосипеда, пожалуйста. Это вот стоянка была, что-то, по-моему, там где-то 3 или 4 ночи стояли. Вот раскладываю я такой вот навесик. Выкладываю коврик, чтобы песок туда в домик не тащить. Мы его домик назовем. Домик. Вот. Ну, столик, стулики, походная кухня. Ну и защита сверху от падающих листьев, иголок, от ветра, от дождя. Вот, и сама вот этот прицеп, он уже больше для ночевки, ну, дождь переждать, там, если дождь. Вот. Ну, конечно, комфорта там минимум. Скажем, если сравнивать с палаткой, то это очень хорошо, но если сравнивать с автодомом, то, конечно, разница ощутима. Вот. Я не беру в рассмотрение большие прицепы, где там просторы, большие площади, там тоже все внутри есть, вот, для обеспечения комфорта. Вот. Но вот сравнивая прицеп вот с моим автодомом, скажу, что, конечно, это качественный скачок, качественный переход. То есть у нас здесь и тепло, и сухо, и большой холодильник, и душ с туалетом, все опробовали, все прекрасно, все удобно. Вот так вот раз, и вот он душ. Ну, теснота, конечно, имеет место быть, но мы специально брали самый маленький автодом с тем, чтобы, опять же, быть как можно более маневренными, как можно более мобильными. Вот, поэтому устраивает все на 100 и больше процентов. Чего еще не хватает, ну вот маркизу, слава богу, сегодня мы поставили. Вот, это важная штука, нужная. По автономности тоже пока никаких претензий нет. То есть даже с одним аккумулятором салонным, без солнечных панелей, без всего, 2 дня, ну, 2 суток аккумулятор прекрасно все держит. Может быть, и больше я не пробовал. Вот, может быть, он и больше выдержит. То есть все, что нужно. Свет мы, как говорится, электричество не экономим. У нас все работает, все прекрасно. Ну, я уже привык, конечно, был период адаптации к этому автомобилю. Вот, сейчас я уже к нему привык, я его почувствовал. Крейсерская скорость где-то 80-100, не больше 100, а так где-то 85-90, это очень комфортная скорость, можно что-то вокруг рассмотреть на ходу. Вот. Ну и, конечно, экономия топлива, немаловажное значение, потому что альковый дом, у него лобовое сопротивление очень высокое. Вот, соответственно, чем быстрее едешь, тем выше расход топлива. Вот. Но мы укладываемся в очень разумные цифры. Когда мы рассматривали модели, ну, мы сразу рассматривали в пределах 6 метров длины. Вот. И первое, что нам, так сказать, вот, выпало, это Sunliving от Adria. Вот. И вроде бы он всем понравился, вроде все там хорошо, он примерно такой же. Вот. Но немножко отличается компоновка. То есть дверь в Sunliving сдвинута назад, входная, соответственно, нет вот этого платяного шкафа, он перенесен вперед, и он меньше. Вот. И не получается вот такой уютной спальни, как в Corrado. Это прям реклама. Почти реклама, да, как это звучит. Вот. Там очень уютная спальня. Получилось вместительный гардероб. Вот. И, в общем, по компоновке мы пришли к выводу, что это гораздо, ну, для нас это удобней,
приятнее, комфортнее. Вот именно такая компоновка. Хотя разница практически небольшая. Ну и вот в этом году мы его обновили. Мы посетили Карелию, где-то недельку катались по Карелии. Потом после небольшого перерыва у нас был маршрут в Казань и обратно. Вот, с посещением и Суздаля, и там еще по пути были интересные города. Даже такое местечко с таким необычным названием Остров Град, Свияжск. Да. Никогда не слышал, но вот туда заехали, посмотрели. Все очень, очень интересно. И опять же, после перерыва небольшого вот, поехали по маршруту Санкт-Петербург, Коломна, Волгоград, Астрахань, Дербент, ну и дальше Нальчик, Грозный, Домбай. Ну и вот сейчас мы уже едем в обратную сторону домой. Ну и, видимо, в этом сезоне уже все. Как говорится, будем консервировать его на зиму. Вот, и ждать с нетерпением следующего сезона. Даст Бог здоровья и куда-нибудь опять. Ну, думаю, что на Кавказ. Потому что сейчас был такой разведывательный тур. Посмотреть, что, как, какие дороги, как там все это устроено. Вот. Вывод такой, что надо ехать. Надо ехать и уже более детально изучать каждое место. Автодом – это модель от завода Коррадо. Вернее, завод Капрон в Германии. Вот, называется Коррадо А132. В длину 6,95, в высоту 3 метра 14 сантиметров. Конечно, вот это вот тоже как бы нюанс, потому что я уже видел ограничения по высоте 2,6 метра. Ну, это, как правило, при въездах на парковке. Вот. Но, в общем, о такой высоте надо помнить, чтобы куда-нибудь не въехать под какую-нибудь низкую там арку или там балку. Вот. А так, для двоих, я считаю, что это, ну, может быть, не самый идеальный вариант, но почти идеальный. Вот. И что мне еще, так сказать, мне приятно душу греет, что несмотря на то, что это считается линейка, вот этот модельный ряд, он как бы эконом, или как их там называют, я не знаю, но, в общем, не премиальный класс, скажем так. Но, тем не менее, здесь все очень хорошо сделано, очень крепко, красиво. Вот, вечером тут все эти светодиодные ленточки, все так светится, так сказать, можно любое настроение создать себе. Ну, в общем, пока восторг. Какие были, еще раз повторюсь, значит, соображения по выбору именно вот такой модели. Ну, Кастенвагены мы отмели сразу как тесные. Вот, мы в них заглядывали. Вот, нам как-то это не понравилось. И опускная кровать, которая ночью перегораживает выход, который в определенной ситуации должен быть аварийным. Вот, меня это, как говорится, напрягло. Мне это не нравится, это неправильно. То есть выход всегда должен быть свободный, мало ли что. Ну, поскольку мы планировали и планируем путешествовать вдвоем, мы эгоисты в этом плане. И вот Александр, который работал у вас в яхтах на колесах, вот он хорошо сказал: никаких друзей, никаких детей. Вот мы именно этого принципа и придерживаемся. Вот поэтому большой нам, не нужен был вообще. От слова совсем. Вот. Почему альковый? Ну, опять же, нет опускной кровати, которая мешается. Вот. Учитывая то, что я по жизни сова, ложусь крайне поздно, иногда под утро. Вот. Супруге, естественно, спать хочется пораньше. Вот. Поэтому решили, что надо иметь два раздельных спальных места, не зависящих друг от друга. Ну и, собственно, вот это вариант алькова. Вот. Ну, поэтому вот как-то обрисовался именно вот где-то в пределах 6 метров, альковый.
с гаражом, хоть и небольшим, но все-таки с гаражом. Ну и со всеми вот необходимыми устройствами, холодильник, там плита, мойка, душ, туалет, и все такое. По сравнению с прицепом здесь вообще просторы. Здесь и в полный рост постоять можно в любом месте. Вот, и посидеть, и там посидеть, и на кресле посидеть, и на диванчике посидеть. Нет, комфорта тут сравнивать даже нечего. Конечно, это прогресс. Моешь посуду, ставишь ее сюда. Да, она впитывает воду и быстро сохнет. Ну и плюс то же самое. В нашем случае еще вот эти стеклянные поверхности защищают. И не так скользит. Маленький лайфхак. И здесь что-то можно, так сказать, порезать, приготовить. Что-то там, потом все это, и мойка, и плита закрываются. Это образуется нормальная по размеру рабочая поверхность. То есть особых проблем нет. Что касается мытья посуды, ну, в общем-то, стараемся мыть ее где-то вне, чтобы органику, поменьше органики в бак серой воды попадало. Вот. Ну, если нет возможности, то уже тоже приспособились. Могу поделиться опытом. Покупаются самые дешевые рулоны туалетной бумаги. Самые дешевые. Вот. Вся посуда сначала протирается. Вот. Ну, аж потом последнее, так сказать, ополаскивание, обезжиривание в мойке. Вот. Все прекрасно получается. Ну, должен отметить, что холодильник на удивление хорошо работает. Потому что обычно при питании 12 вольт на ходу вот эти абсорбционные холодильники, они, ну, так, слабенько очень работают. Но вот что-то либо они модернизировали, вот, доработали, вот, работает прекрасно. В камень все замораживает. Так что можно даже на большое расстояние брать с собой запас пельменей, чего раньше мы себе позволить не могли. Вот. Поэтому пришлось покупать компрессорный холодильник, вот он у меня под столом стоит. Но тот тоже в камень все замораживает, если его так настроить. То есть с продуктами, с хранением продуктов проблем вообще никаких. Очень мне нравится, как сделан душ и туалет. Вот, обзор на яхтах на колесах именно этого автодома был. Там можно посмотреть, как трансформируется туалет в душ и в обратную сторону. Никаких прилипающих к телу там занавесок нет, ничего, все очень удобно. И по площади, по размеру вполне комфортно, даже для меня не худенького. Там места предостаточно, чтобы ополоснуться. Да, вопрос очень хороший, важный. Значит, в базе вот этот автодом, у него двигатель 120 лошадиных сил. Вот, опционально я заказал 140, ну, хотя можно было и там и 160, и 180, но решил, что 140 мне достаточно будет. Ну и скажу так, что это, наверное, тот минимум, который должен быть по мощности, потому что 120 было бы тяжеловато. То есть вот езда по Кавказу, по серпантинам, горы, да и не только Кавказ. Значит, скажем, вот проезжая Воронеж, вот до него и после него, вот идут спуски, подъемы, причем в сторону Москвы почему-то коротенькие спуски и очень затяжные подъемы. Коротенький спуск, потом затяжной подъем. Как-то так вот получилось. Ну и скажу так, что тянет хорошо. Вот. Но я думаю, что 120 лошадей уже бы так хорошо не получилось. Приходилось бы чаще переключаться. Вот. А так машинка, как вот и в заводской инструкции написано, что где-то 6-7 тысяч пробега, и у вас должен пропасть угар масла, там еще что-то. И я просто почувствовал, как раз где-то вот 6-7 тысяч вот в этом промежутке, прямо она проснулась. Просто вот проснулась. Машина совсем по-другому поехала. Вот. Резвенько, шустренько, в городской среде тоже особых проблем нет. Обгоны. Приходилось делать обгоны. Тоже уверенно, хорошо идет на обгон. То есть динамика нормальная. Ну, конечно, это не гоночная машина, это не седан, не купе спортивное. Вот. Но для такой большой
Все-таки габаритные машины и тяжелые, очень даже достойно. Мы на 100% вот удовлетворены. И мы даже как-то частенько сами себя и свой домик хвалим. Вот, просто вот, ну просто вот он лег. Он прыгнул нам в руки и лег на душу. О, подсветочка тут Или вообще. проблема? Нет, это не проблема. Это даже надо вот так вот сделать все это, чтобы был эффект подсветочки. О. Теперь. Ну, вот это основной свет. Основной свет. Это уличный свет. А теперь вот, пожалуйста, так где тут? О, ну, кстати, очень приятно. Плюс рабочая зона. Как камин прям. Как... Да, плюс рабочая зона. Здесь, пожалуйста. Здесь как в поезде, прям уютненько. Ну, а там вообще не передать. Какая красота. Сейчас вы поймете. Ну вот, кстати говоря, вот тоже в обзорах как большое достижение, ну как бы, как считаете, рекламируется, да, отопление дизельное, трубы дизельные. Вот. Ну, у меня нет опыта ее эксплуатации, но я знаю, что она шумнее. Шум от нее больше. Она более энергоемкая, то есть ей надо больше электроэнергии. Ну и главное, что от дизеля, от сгорания дизеля есть выхлоп, вот, который вполне может попасть в салон. Даже несмотря на те блокировки и микропереключатели, которые там на окнах стоят, что при открытом окне ее включить невозможно будет. Тем не менее, существует ветер. Вот, куда он там задует, куда он этот выхлоп принесет, не знаю. То есть я не могу сказать, что я категорически против таких отопителей. Но вот то, что газовое отопление вот на газу работает, я считаю, это вполне. Это необходимое и достаточное устройство. Вот, и риска угореть все-таки меньше. Но это мое такое частное мнение. Вот. Не эксплуатировал эти дизельные отопители. Вот. Работает тихо. Вот. Нагревает очень быстро. Вот. Обычно я включаю сразу на максимум. Чуть-чуть нагрелась и убираю на минимум. И она уже поддерживает температуру комфортную. Да, дорабатывала. Вот, например, не люблю делать в стенах отверстия. И что-то вешать. Почему? Потому что, а вдруг не понравится. Надо перевесить, а дырка осталась. Куда ее? И вот мне удалось вот так инсталлировать телевизор, ни одного сверления. То есть его вот это все можно снять и останется в заводском виде. А есть такая чудесная штука, как двусторонний скотч. Почему нет? Берется, покупается розеточка в автомагазине. Вот, например, да, 12-вольтовая. Покупается кронштейн для крепления пластиковых водопроводных труб. Все это вместе совместилось, свинтилось. Там брусочек, привинчен к брусочку. Брусочек вот здесь вот, через вот эту отбортовку, стенку, зажат между вот этой вот алюминиевой планочкой, что по сути дела это кусок порога обычного вот, продающегося обреза. И все, а дальше все это в воздухе. А там было штатное отверстие в той раме, на которой вот крепится сиденье. Штатное отверстие. Вот, там просто уголок и болтик. Все. То есть вот это все можно снять, и следа не останется. А как же телевизор держится? А телевизор вот к этой белой штуке привинчен. Все из обрывков и огрызков. То есть это кусок икеевского кухонного цоколя от белой кухни. А, так этого не было. Вот это. Этого не было, нет. Вот это все полностью, а уже к ней. А смотрится вообще очень хорошо вписалось. Прям И по цвету. по цвету идеально. Ну, то ведь. Круто.
Как там у Райкина говорил, шарики-то бегают. И, конечно, поскольку газ на борту, есть у меня этот газовый индикатор, то есть угарный газ, пропан, метан, горючий газ и сонный газ. Вот он как бы на 3 эти газа дает сигналы. Вот. Ну, тоже, учитывая свою нелюбовь делать сверление в красивых вещах, вот, я его придумал, как его сделать так, чтобы ни одного сверления. Вот. То есть я его просто как бы прикрепил на такую планочку, на плашку. Вот, вешаю на ночь и через прикуритель включаю, подаю на него питание. Но днем он не нужен, потому что днем тут все, машина едет или никого тут нет. Ну, в общем, вешаю только на ночь. Правильно, неправильно, но делаю так. Ровно 10 сантиметров. То есть я его запускаю. Сейчас он откалибруется. Это долго. Топ-3 по России. Но я бы начал с Суздаля. Там отличный, комфортабельный, полностью оборудованный, соответствующий европейским стандартам кемпинг. Ну, Суздаль сам по себе – это точка притяжения. Мы туда попали вот в эту летнюю жару в 30-градусную, и там прям по территории, ну, вернее, вся эта турбаза, кемпинг и гостиничный комплекс, они стоят на берегу вот этой речки Каменки. Вот, она такая маленькая, узенькая, прохладная, но такая вот прям приятная, бодрящая прохлада. Вот, там организованы купальни, ну, то есть как бы лесенки, там спуски. Вот, территория там даже для детей, там и площадки есть, и аттракционы. Ну, минимум, конечно, там карусельки, там качельки какие-то. Ну, в общем, для детишек тоже есть. Ресторан. Через дорогу спорткомплекс. Там желающие там и фитнесом могут заниматься, и чем угодно. Ну и как бы комфортабельные души, туалеты, как положено. Кухня, отдельное, значит, помещение для обслуживания биотуалета, слив серой воды, заправка чистой воды, 220 подключения. Вот, часть территории разбита на питчи, часть территории, так сказать, свободна. Там среди деревьев, как встанешь, так и встанешь. Очень понравилось. В пешей доступности от всех этих исторических достопримечательностей. Вот. Второе место. Ну, такого уровня кемпингов, наверное, вот в этом году я не видел, а вот чуть раньше с прицепом мы еще путешествовали, где-то там году в 19-м, я уже говорил об этом, кемпинг Раздолье, это не доезжая Пскова, тоже полностью оборудованный, вот, но единственное, там шумновато, там с одной стороны автострада, с другой стороны ЖД, и, видимо, где-то неподалеку аэродром, постоянно там кто-то над головой летает. Вот. Но там тоже все оборудовано, вот, кроме единственного недостатка у них не организовано обслуживание биотуалетов. Вот, все остальное есть. Вот, есть у них и домики с номерами, есть у них веревочный парк, есть прогулочная зона. Ну и до Пскова там буквально 10-15 минут доехать. Там, пожалуйста, Кремль, все эти прелести. Вот это, наверное, второе. Ну и, наверное, если просуммировать опыт ночевок, когда едешь транзитом, то я бы выделил автозаправки «Лукойл». Вот они, ну, во-первых, самые дружелюбные в том плане, что, ради бога, останавливайся и ночуй. На некоторых заправках почему-то не разрешают. Вот, хорошо оборудованные, вот, большие площадки для дальнобойщиков и для тех, кто помельче, там отдельно все. Конечно, не все «Лукойлы» такие, есть маленькие, но на трассе достаточное количество больших «Лукойлов».
И там ночевать без проблем, и там водой можно залиться. Ну, обслужить биотуалет, так сказать, в самом туалете. Вот все это реально покушать. Ну и безопасно, кругом камеры, фонари. Вот. А вот в Татарстане мне понравилось, тоже мы останавливались на заправках, там у них сеть заправок Ирбис. Ну, это вообще крутые. Там и ресторан, и фастфуд, и магазин, и громадная территория для ночевки. Вот. И все тоже очень демократично, дружелюбно. Ну и одну яркую историю я в прошлом интервью рассказал, как я в Будапеште разворачивалась. чуть не уехал в подземную парковку. Вот это очень яркое было событие. Вот, очень яркое. Вот. Но обычно яркие события – это встречи. Это встречи, новые знакомства, новые друзья. Вот и сейчас вот этот сезон не прошел, так сказать, бесследно в этом смысле. Вот. Мы познакомились с хорошими людьми, обменялись контактами, поддерживаем теперь вот связь какую-то. И, может быть, где-то когда-то опять пересечемся, или сознательно, или случайно. Вот кто знает. Вот. В основном, да, вот интересно в путешествии не только смотреть, а еще вот общаться. Вот. Ну, яркое впечатление, например, вот общение с местным населением в Дагестане. Очень дружелюбные люди. Дружелюбные, улыбчивые, ну, простые в общении. Да, собственно, везде так. Везде. То есть как-то вот едешь везде, как-то вот... Люди-то хорошие, как говорится, да? Люди-то хорошие кругом. И это хорошо, это здорово. И я надеюсь, что эта тема все-таки должна пойти. Страна большая, страна красивая. Вот. Что еще хочу отметить, что вот не попадал на плохие дороги за все время. Самые плохие, но это то, что раньше считалось хорошим, так, заплаточки. Вот. А так, в основном, прекрасный асфальт везде. Но там, где его не хватает, там, соответственно, идет реконструкция, модернизация данного участка дороги. Движение затруднено, но оно организовано, там реверсно или как-то. Вот. И все везде строят. И еще такое впечатление общее, вот это путешествие именно в этом году. Все-таки мы большой кусок России охватили вот за весь сезон. Все везде строится. Дороги строятся, мосты строятся, люди строятся. Так вот едешь, смотришь, кто-то крышу, кто-то забор, кто-то дом новый ставит себе. То есть, ну, это радует. Это, честно говоря, радует. Но вот из советов, совет могу дать, это то, на чем я попадался. Прежде чем заправлять бак воды, надо его проанализировать хотя бы в какой-то прозрачной банке, бутылке, посмотреть, что это за вода. Потому что в одном месте, вот в Карелии, мы, значит, встали в кемпинге, девушка-администратор там нам все рассказывала, все показала, все объяснила. И когда я ее спросил, а где воды заправить, я говорю, а вот кран. Я говорю, а вода откуда? Из скважины, из озера, там озеро, из речки, из болот, откуда вода? Нет, это из скважины, это у нас вот она и в ресторан идет, мы ее пьем и все. Ну, я бездумно залил. А оказалось, она вот из ближайшей, вот, даже не из озера, а вот там как бы затока такая была. Ну и все, открываешь кран, а оттуда коричневая вода течет. То есть пришлось все сливать, вскрывать бак, туда с тряпкой, мыть все это. То есть вот совет, прежде чем заправиться, точно узнайте, что за вода. И посмотрите, так ли это. Потому что вот в Донбайе тоже вроде хорошая вода с ледников. Вот. Я плеснул в ведро, отстоялась, посмотрела, а она с песочком. А это значит, что проблемы будут с насосом, с кранами и со всем прочим. То есть такая вода не нужна. Вот, нужны какие-то фильтры. Вот. Ну, кстати, вот лайфхак, это фильтр какой-то иметь. Ну, кто-то сказал, и мне эта фраза очень понравилась, что караванинг – это не отдых, это приключение. И мне это нравится. Что касается купить дом, квартиру или автодом, ну, слушайте, у нас в стране, конечно,
уровень доходов населения разнится очень сильно. Ну и понятно, что с небольшой зарплатой человек, ну, вряд ли когда-нибудь купит автодом, хотя почему бы нет. Если там, скажем, не очень новый и руки, как говорится, нормальные, голова нормальная, что может сам там подремонтировать, что-то переоснастить, что-то сделать, то, может быть, даже и такие варианты вполне доступны. А купить дом или кому-то в Турции, но Турция – это так называемый тюленинг. Да? Приехал на пляж, полежал, дальше пешая прогулка, бар, ресторан в номер, все. Утром в обратную сторону в той же последовательности. Но это один вид отдыха. Кому-то это нравится, и ради бога. Я и сам так некогда, были времена, и сам так отдыхал. Поэтому это выбор каждого. Выбор каждого. Есть вот люди, если почитать вот все вот эти караванинговые, около караванинговые сайты, вот там встречаются люди, которые продают полностью свое жилье и перебираются жить в караваны и колесят все время. У нас в России, по России, есть такие. Вот последнее такое, с кем, ну, что мы вот читали регулярно, это путешествие по зову души. Вот что-то такое, как-то так называется этот сайт, не сайт, как это называется, блог. Вот там товарищ все продал, от всего отказался, купил автодом. И живет в нем, и путешествует, и наслаждается жизнью. То есть все очень индивидуально и неоднозначно. Кто-то может купить себе дом на Рублевке, а кому-то и однушка. Тут советов нет, критериев никаких нет, то есть каждый за себя. По жизни люблю приключения. Первое, и может быть даже самое главное, надо любить машину и любить дорогу. Вот если этого нет, я думаю, никакой премиальный автодом не порадует. Потому что все-таки это нагрузка, все-таки это не так легко наматывать километры. Вот. Человек должен любить машину, получать радость от вождения и радость от дороги. А дальше вокруг этого уже начинает обрастать все. Там появляются палатки, там появляются прицепы, автодома. Можно и без всего без этого путешествовать на автомобиле. Ради бога, есть мотели, есть какие-то недорогие места для ночлега, которые можно бронировать. И уже в России таких достаточно. Ну, недостаточно, но есть, скажем так. Недостаточно, есть. То есть можно и просто на автомобиле путешествовать. И я так считаю, что это тоже будет караванинг. Караванер это не тот, кто имеет автодом или прицеп. Это образ жизни в чем-то. Или образ отдыха, там, скажем так. Если любите дорогу, любите автомобиль, понимаете его, опять же, в дальний путь надо ехать, понимая, на чем ты едешь. И любовь, не любовь, а склонность к тому, чтобы менять места, обретать новые знакомства, новых друзей. Друг это может быть громко сказано, да, друг он в жизни один, если их много, то это уже не друзья. Вот. Общение, обмен опытом, знаниями, там, еще всем, чем ты можешь обменяться и что тебя интересует. Вот этим караванник, наверное, и хорош. Есть некая клубность, как во всем, да, вот, скажем, если взять байкеров, это своя атмосфера, это своя, так сказать, национальность. И они друг друга понимают. Может быть, мы их не поймем, а они понимают друг друга. Там, кого взять? Взять горнолыжников. Это тоже особый пласт людей. Особый. Вот. И так можно перечислять. И вот караванеры то же самое. То же самое. То есть, если я вижу, где-то стоит караван, я обязательно подъеду, обязательно познакомлюсь. И мне столь же приветливо и с желанием со мной люди познакомиться, мы как-то пообщаемся и разъедемся. С кем-то совсем разъезжаемся, а с кем-то
Ну, например, у нас есть друзья, которые и по возрасту вроде нам не подходят. У нас дети старше. Вот, но мы дружим. Они к нам в гости приезжают теперь, мы к ним в гости приезжаем. Вот, и как-то вот, и мы друг друга понимаем, и вот эта разница в годах, вообще говоря, совершенно не чувствуется. Поэтому это вот состояние души такое вот. А у вас есть свой домик на колесах? Какой он? Это большая комфортабельная дача на колесах, в которой вы проводите у моря или в горах по несколько месяцев? Или это компактный подвижный автомобиль, на котором вы в любой момент можете сорваться из дома, погонять по лучшим трассам мира и в котором бонусом есть спальное место и душ? Жизнь в роскоши или жизнь в движении? А может быть, можно и то, и другое, и без хлеба. Ведь караванинг может быть бесконечно разным. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и обязательно ставьте колокольчик. Меня зовут Антон, до новых встреч, пока.